Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последними новостями, что происходит в Карабахе. Так, свежие новости. Олигарх Рубен Варданян назначен главой правительства сепаратистов Карабаха. Вот как раз сегодня, 4 ноября. Вот он, этот олигарх. Так, глава сепаратистов в Карабахе Раик Рутюнян назначил олигарха Рубена Варданяна главой правительства. Вот сегодня это состоялось. Бывший руководитель компании «Тройка Диалог», первый президент Московской школы управления Сколково Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Карабах в начале сентября. Но это все известно. И вот сейчас еще комментарий тут один азербайджанец составил. Почему руководство Азербайджана допускает это? Это же сценарий Донбасса. Завтра он раздаст всем российские паспорта и проведет референдум по возвращению в родную гавань. Надо на корню пресекать это поползновение, а то придется воевать с Россией. Правильная мысль, потому что если сейчас этим карабахским армянам раздали паспорта российские, все, это было второй Донецк, Луганск, как это называется, квази-государство. Может, Варданян точно засланный казачок из Москвы. Потом по приказу Путина раздаст паспорта этим армянам. Скажет, вы россияне, все. А россиян трогать нельзя здесь. Они должны здесь жить вечно. Так, и вот еще последние новости конкретно, что здесь пишут его обязанности. Ну вот я говорил, что его уже назначили, Раик Рутюнян, министром. И вот что он будет тут исполнять. Государственный министр Республики Карабах назначен Рубен Карленович Варданян. Другим указом главы государства внесено изменение в указ президента Республики Карабах. Так, и вот, согласно которому государственный министр будет координировать деятельность следующих министров. Министр здравоохранения, министр юстиции, министр иностранных дел, министр сельского хозяйства. В общем, тут вот 9 списков. Типа, чем он будет заниматься. В общем, руководитель вот там у них появился новый в Карабахе. Ну вот еще интересные новости. Жители Карабаха лишат гражданства Армении и прекратят финансирование. Вот такие новости. Так, армянское издание опубликовало информацию, что мирный договор между Ереваном и Баку может быть подписан в Тбилиси. Так, как передает ЗСЗ, мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан до конца ноября или начале декабря. Соглашение планируется подписать в Тбилиси. Грузия может быть посредником и символом всекавказского мира. Об этом пишет Грапарак. Так, и вот что, так, конкретно еще. В настоящее время в Грузии идет активная подготовка к этой встрече. Так, Армения, и что сейчас будет после подписания этого документа? Подписание этого документа будет официальным окончательным отказом Армении от Карабаха. Армения обязуется никаким образом не вмешиваться в дела Карабаха. Жители Карабаха лишат гражданства Армении и прекратят их финансирование. Не только карабахские правоохранительные органы, но и вся система государственного управления от местного самоуправления до аппарата президента потеряет финансирование. Обсуждается вопрос о предоставлении определенной культурной автономии территории, населенной армянами. Азербайджан получит любую автономию. Так, более того, некоторые населенные пункты будут освобождены через несколько часов после подписания договора. Например, Азербайджан требует, чтобы территории, населенные азербайджанцами, до 1991-1992 годов в настоящее время контролируемые Арменией были немедленно освобождены от армян. В первую очередь относится Хаджалы. Значит, Хаджалы будет освобожден, армяне уедут с Хаджалы. Для Алиева Хаджалы будет таким же символичным, как Шуша и Лачин, говорится в информации. В общем, еще какие-то часть территории перейдут под контроль Азербайджана, потому что там есть такой пункт. И вот еще сейчас последняя информация, что уже до армян доходит, что им надо уже срочно делать выбор. И вот такая информация интересная. Так, Азербайджан продвигает идею о том, что армяне, проживающие в Карабахе, должны либо остаться на условиях Азербайджана, либо уехать в третью страну.
Об этом заявил армянин Эдмон Марукян. Так, Баку не просто верит, именно это единственный путь для карабахских армян – интегрироваться в наше общество и наладить нормальную жизнь. Лишь приняв гражданство Азербайджана и став полноценными гражданами нашей страны, армяне Карабаха смогут жить на этих землях, в Карабахе. Если же они намерены продолжать продвигаться свои сепаратистские идеи, применять террористические акты для достижения реваншистских планов, то им действительно с Азербайджаном не по пути. В этом случае им следует сменить страну проживания. В общем, или примет гражданство Азербайджана в Карабахе, или все будут отправлены на историческую родину. В общем, жестко Азербайджан будет разбираться с ними. Так, все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.